Всем привет! Сегодня 3 января 2020 года, и я снимаю видео о готовой работе «Попутный ветер» от Риолис. Закончила я 26 декабря еще, то есть успела я в прошлом году завершить эту работу, но, к сожалению, из-за того, что света нет в нашем регионе, освещение, в общем, я не знаю, при каком освещении я могла бы это снять более удачно, поэтому если будут какие-то тени, блики, постарайтесь не обращать на это внимания, просто уже нет возможности ждать света, поэтому снимаю при искусственном. Надеюсь, все будет видно и картинка не пострадает. Значит, работа 60 на 40 вышивается шерстяными нитками. У меня еще они были в моточках, вот в таких, старая комплектация. И расскажу немножко, в принципе, про сам процесс. Вышивать я его начала где-то, я вот точно не помню, потому что на тот момент не вела дневник. Я, в принципе, вышивать начала в 2016 году весной. Летом где-то был куплен у меня этот набор, так сказать, по большой любви. И лежал он у меня примерно полгода, потому что опыта никакого, набор большой, даже такой огромный, я бы сказала. Я его, естественно, боялась вышивать. Потом я увидела у кого-то в долгостроях этот начатый набор. И я подумала, что даже если он у меня будет каким-нибудь долгостроем, даже если я его буду вышивать 5 лет, какая разница? Пусть будет лучше потихонечку вышиваем, чем он будет у меня лежать, потому что зачем ему лежать, если я его хочу вышивать, да? Как получится, сколько времени будет затрачено, столько и пусть. В общем, с этого года я стала вести, с 19-го точнее уже, года я стала вести рукодельный дневник и стала записывать, какие дни я вышиваю. То есть я не подсчитываю крестики, часы, но стала записывать дни. В какой-то день вышла больше, в какой-то меньше, но в среднем как бы так и получается. И у меня, значит, 21 февраля было отмечено, что я закончила примерно половину, то есть 4-й лист. Но первые 4 листа, они вообще схемка состоит из 8 листов. Ну вот первые 4, они немножечко вот эти побольше, так как вот здесь ключ был. То есть на 21 февраля я вот так отметила, что я закончила 4 листа. То есть практически я считаю половину. И, собственно, от этого я отсчитываю примерно, сколько я вышивала его по дням. Хотя на тот момент, когда я его взяла вышивать, у меня было на начало года примерно примерно вот эта часть была вышита. То есть там до половины еще было прилично. И вот к февралю я вышила половину. Но неважно, я примерно считаю, что если по дням, то это у меня получилось 106 дней. Вышивальных 106 дней. Я бы не сказала, что это мало. Все-таки довольно, если вышивать каждый день, да, то это получается больше 9 месяцев, да, больше 9. Вот. Но если по календарным, то вот 3 года у меня ушло на вышивку этого набора. Но я очень рада, что я его закончила. Последние там, не знаю, 1,5 страницы я вот вышивала в декабре почти неотрывно. У меня уже был азарт, что я уже вижу, что оно скоро закончится. В общем, вышивается на 14 канве, размер 60 на 40, но в результате у меня получилось сантиметра на 1,5 меньше с каждой стороны, потому что в процессе вышивки, естественно, я не раз его стирала,
так как долгий процесс, все равно какие-то там загрязнения были. Вот, на бэкстич у меня ушло 2 дня. Нет, не 2 дня, 1 день у меня ушел на бэкстич. Вышивается он очень легко и просто. Тут всего лишь 2 цвета. Ну и сами видите, тут такие, ну, большие. Так, с этой стороны покажу, чтобы не было тени. То есть, ну, тут такие прямые линии. Я вышивала выкладной нитью, и вот тут чуть-чуть прихватывала в больших таких местах. В принципе, немножечко сейчас я вижу провисло, но если подтянуть, то вполне себе хорошо. Так, что еще сказать про этот набор? Организация у меня была так, в этой коробке с самого начала. Вот здесь у меня висел ключ, и вот так на бобинках были отмечены нитки. Вот это планшетка. Так, вот этот сам ключ. То есть, смотрите, тут из цветов очень много блендов из циферки 7. 7 это у нас сиреневый. Вот, с сиреневым на парусах. Ой, сколько тут их блендов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блендов с сиреневым цветом. Но, по-моему, результат того стоит, да? Ну и вот это все у меня остатки в моточках. То, что осталось. Вполне себе хорошо. Вот. В принципе, какой результат заявлен на превью, результат гораздо шикарней. Я не знаю, я в полном восторге от этого набора, от вышивки этого сюжета. Никогда не пожалела, что начала его. Я просто слышала у одной вышивальщицы фразу, что она боится вышивать этот набор, потому что кто-то сказал, что он пиксельный. Ну, знаете, если смотреть с расстояния 20 сантиметров, да, он пиксельный, потому что это 14-я основа, и по-другому быть не может. Но вот с этого расстояния, с которого у меня телефон находится, сантиметров 50, мне кажется, никакой пиксельности вообще не видно. Я не знаю, это тот результат, которым я горжусь больше всего за этот год. Ой. Мне кажется, шикарно просто. Просто шикарный набор. Кто сомневается, вышивать или нет, не сомневайтесь. Не сомневайтесь, он замечательный. Вышивается он очень легко. Трудность по двум пунктам может быть для тех, кто не любит шерсть. Я к таким людям не отношусь. И, в принципе, только размер. Все. Больше никаких сложностей я здесь не вижу. Для тех, кто не любит бэк, для тех, кому нужен процесс. Знаете, я, в принципе, могу даже как отдыхалочку посоветовать. За исключением, может быть, да, море не отдохнешь. Но когда дойдете до неба, этот процесс, в принципе, можно использовать как отдыхалочку. Зашиваются большие участки. Сколько тут? 4 цвета. Большие участки 4 цветами. В принципе, можно и отдыхать совершенно спокойно на небе. Вот. В общем, вот такой процесс у меня получился. Сейчас висит он у меня на стене. Я его приколола на булавке, потому что в рулон свернуть у меня рука не поднялась. Я на него хочу любоваться. Когда оформлять буду, тоже вопрос такой остается открытым. Поэтому пусть висит пока на булавках. Неважно, что это немножко не эстетично, но что делать? Это моя работа, я хочу на нее смотреть.
Спасибо всем, кто посмотрел это видео. И всем пока.